Добрый день! Сегодня будем устанавливать мастер-выключатель. Зачем он нужен и где он используется? Мастер-выключатель используется в системе включения и выключения всего света в квартире из одного места. Такой выключатель обычно устанавливается при выходе из квартиры или дома. Как часто бывает, что уже одевшись и собираясь выйти из дома, мы вспоминаем, что не выключили свет в комнате или утюг, а если в загородном доме 2 этажа, то включенными могут остаться несколько светильников и не только на первом этаже. Поэтому как было бы удобно, уходя из дома, с помощью одного выключателя у двери выключить сразу все освещение, а также обесточить розетки. А вернувшись обратно домой, этим же выключателем включить весь свет, который работал до ухода. Для реализации такого удобства и нужен мастер-выключатель. Сейчас я вам покажу, как его подключить. Для создания такой системы нам потребуется модульный контактор и обычный одноклавишный выключатель, который будет этим контактором управлять. Возьмем для примера модульный контактор фирмы АББ, модель ESB2020. Характеристики у данного контактора следующие. Первая цифра 20 – это ток 20 ампер, на который рассчитаны контакты. Следующая цифра 2 – это количество независимых нормально открытых контактов, то есть которые до получения сигнала нормально разомкнуты. Такие нормально открытые контакты наиболее предпочтительны и позволяют управлять нагрузкой до 40 ампер. Две пары контактов по 20 ампер каждый. Соответственно, суммарно контактор выдержит примерно 9 киловатт мощности. Цифра 0 – это количество нормально замкнутых или закрытых контактов. 230 вольт рабочее напряжение. Контакторы бывают на различные токи на 20 ампер, на 40, на 63 ампера, а также с разным количеством контактов, как нормально разомкнутых, так и замкнутых. Итак, у нас есть однофазная схема. На входе стоит главный автоматический выключатель, через который проходит фазные нулевой провода. Далее стоит устройство защитного отключения, которое защищает от токов утечки сразу все отходящие линии. Напомню, УЗО защищает домашнюю сеть только от токов утечки и никак не реагирует на токи перегрузки и сверхтоки короткого замыкания. Оно само оказывается под их разрушительным воздействием, поэтому она должна быть стоять только после автоматического выключателя, и номинальный ток УЗО должен быть на 1 разряд выше, чем ток автоматического выключателя. Далее у нас стоит группа освещения, каждый светильник со своим автоматом на 10 ампер, и группа розеток. Каждая розетка также со своим автоматическим выключателем на 16 ампер. Все группы подключены у нас через нулевой провод к шине рабочего нуля. При нормальной работе данной схемы включаются и выключаются светильники, работают розетки. В первую розетку включим утюг, во вторую розетку включим зарядное устройство, в третью розетку включим холодильник. И вот мы убегаем из квартиры или из дома, где-то выключили свет, где-то забыли вытащить зарядное устройство из розетки, а еще хуже утюг. Закрываем дверь и уезжаем. Через полчаса вспоминаем, что все у нас работает и светится, разворачиваемся и едем обратно. Так вот, чтобы такого не было, можно установить один мастер-выключатель, который устанавливается около двери на выходе, который обесточит все нужные группы освещения и розетки. Устанавливаем в удобное место обычный одноклавишный выключатель, который будет у нас работать как мастер-выключатель, а в распределительный щит ставим модульный контактор. Схему подключения я сейчас нарисую. Здесь изобразим устройство защитного отключения. Здесь мастер-выключатель. Это обычный одноклавишный выключатель. Здесь у нас будет модульный контактор. У контактора имеются входы А1 и А2 с катушкой управления, а также две группы контактов. Это 1, 2, 3, 4. Вот они, эти клеммы контактора. Вот она, клемма А1 и клемма А2, управляющие катушки контактора. Вот они, группы контактов 1, 2 и 3, 4. Вот к этим клеммам будем подключать наши провода. Далее автомат группы освещения со светильником. Второй автомат со светильником.
автоматический выключатель для розетки. Второй автоматический выключатель с розеткой. И третий автомат с розеткой. И здесь у нас шина рабочего нуля. К устройству защиты от отключения подходит фазный провод от автоматического выключателя и нулевой провод. На этот выключатель подводим фазный провод от УЗО, который, пройдя через него, подключаем к клемме А1 управляющей катушки контактора. Я сразу буду подключать провода на стенде, а потом мы посмотрим, как она работает. Вот мы подключили вот этот провод, который проходит через одноклавишный выключатель к клемме контактора А1. Вот он, красный провод, проходит через выключатель и подключается к клемме А1. У выключателя одноклавишного два контакта. Это вход и выход. К этим клеммам нужно подключить провода. К клемме А2 контактора мы должны подключить нулевой провод. Также этот нулевой провод от УЗО идет к шине рабочего нуля. К клемме контактора А2 подключили нулевой провод. К клемме 1 контактора подключаем фазный провод от УЗО. От клеммы номер 2 контактора подключаем провод, который пойдет у нас к группе освещения. Вот он, этот провод, который идет от УЗО и подходит к клемме номер 1. Теперь от клеммы номер 2 контактора мы подключаем провод, который пойдет у нас к группе освещения. Вот мы соединили клемму номер 2 проводом, который идет к группе освещения. Ко второй группе контактов 3 и 4 мы подключим группу розеток с еще нагрузкой до 20 ампер. Подключаем фазный провод к клемме номер 3, а к клемме номер 4 подключаем провод, который у нас пойдет к группе розеток. Вот подвели с помощью перемычки фазный провод к клемме номер 3, а от клеммы номер 4 провели провод к группе розеток. А последнюю розетку, к которой подключен холодильник, мы сделаем неотключаемой, потому что холодильник должен работать постоянно. Провод от этой розетки пойдет напрямую к УЗО, минуя контактор. Вот провод от холодильника, который идет напрямую к УЗО, минуя контактор. Нулевые провода от всех групп потребителей мы не трогаем, они остаются подключены к общей нулевой шине. Вот они у нас здесь подключены. Деление на группы потребителей, на отключаемые и неотключаемые линии вы можете сделать самостоятельно в зависимости от ваших потребностей. Вот схема подключения мастер-выключателя через контактор готова. Теперь посмотрим, как она работает. Принцип работы этой системы очень простой. Когда мы включаем мастер-выключатель, замыкаем электрическую цепь, и электрический ток, протекая через катушку контактора, по принципу электромагнита, замыкает группу контактов 1 и 2 и 3 и 4. Тем самым электрический ток попадает на группы потребителей освещения и группы потребителей розеток. Когда мы выходим из дома, мы выключаем мастер-выключатель, электрический ток на катушку не попадает, и контакты 1 и 2, 3 и 4 размыкаются, тем самым обесточивая нужные нам группы потребителей. При этом неотключаемая розетка для холодильника так и остается постоянно подключена к нашей сети. Теперь посмотрим, как эта схема работает вживую.
Включены автоматический выключатель, устройство защиты от отключения. Включен мастер-выключатель. Подается напряжение на управляющую катушку. Контакты 1, 2, 3, 4 соединены, поэтому электрический ток подается на группу освещения и группу розеток. Освещение у нас работает, розетки также подключены. Уходя из дома, где-то выключили освещение, где-то нет. Из розеток забыли вытащить те же наш утюг и зарядное устройство. Но мастер-выключатель отключает все наши нужные нам группы освещения и группы розеток. При этом холодильник продолжает работать, потому что он подключен, минуя контактор, к устройству защитного отключения. Возвращаемся домой, включаем мастер-выключатель, и у нас включаются те приборы, которые были включены до ухода из дома. Очень удобно и очень простая схема, которая позволяет реализовать такую систему освещения. Собрать такую схему без использования контактора, пропустив обычный фазный провод через выключатель, нельзя, потому что обычно выключатель рассчитан на нагрузку до 16 ампер, и пропустив такую нагрузку через его контакт, они просто сгорят, и это может привести к пожару. Конечно, можно выключать все потребители в распределительном щитке с помощью автоматического выключателя, но в щиток лазить постоянно никто не будет. Поэтому самый оптимальный способ — это собрать такую схему с помощью мастер-выключателя и контактора, учитывая, что сделать это довольно легко и просто. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам полезным. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем самого наилучшего. До свидания.